Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Нас зовут Виталий и Лада. Мы сейчас находимся в Испании, в городе, который называется Нерха. И смотрите, мы стоим на таком экзотическом балкончике. Вы не поверите где. Это картинная галерея на одной из центральных улиц в Нерхе. По этой улице ходят люди на пляж. Там мы живем, в той стороне пляж. А мы вам сейчас быстренько покажем картинную галерею, в которую мы зашли случайно. Смотрите, как здесь прикольно. Gracias. Мы спросили, можно ли здесь снимать, и нам разрешили. А вот этот вот человечек нас сюда и заманил. Одна из основных достопримечательностей Нерхи — это балкон Европы, по которому я сейчас и иду. Аллея Пальмовая, отель. Я слышу, там звуки доносятся, музыки какой-то. Кто-то играет. Ну тут красотища, посмотрите. Какие-то очень диковинные растения, деревья. Катера в море. Вот инстаграмное место для фоток. А вот это вот сам балкон Европы. О, это гитарист какой-то. На всем побережье Коста-дель-Соль это одно из самых известных мест, которое называется балкон Европы. И почему называется так, я вам скажу, потому что вон там, впереди, за 150 километров по морю, там находится уже Африка. То есть, по сути дела, это как бы крайняя часть Европы, из которой можно выйти и смотреть на Африку, да, балкон Европы. Ранним утром вышли мы к морю, потому что днем солнце слишком пекучее, поэтому нужно загорать по утрам и по вечерам. Лада вот уже в пляжном наряде. Изучаем улочки эти красивые. Посмотрите, утром тут народ еще не толпится. Можно походить свободно. Смотрите, пустой городок. Спят еще все. Да, мы уже в той стороне горы, туда вверх, на подъем чуть-чуть, сюда вниз. Тут всегда можно понять, куда идти к морю, потому что улицы под наклоном. Если идешь вниз, то к морю. Сейчас как раз, кстати, время работников. Я смотрю, там мужчина понес газовые баллоны. Здесь вот вытирают стекла. О, смотри, инстаграмное место сегодня пустое, да? Можно фоткать. Вау, смотри, какую фотку Лада делает красивую. Заходите в Инстаграм. Заходите в Инстаграм, и там будет эта фотка. Сегодняшний пляж с утра пустой. Солнышко только вышло, кстати, оно встает из-за горы, поэтому оно здесь в 7 часов его еще вообще нету.
Есть ли тут вообще туалеты, переодевалки? А, вот VC написано, да? Да, переодевалок тут нету почему-то. Не знаю, почему они так делают. Пальмочка. Урны для мусора. Здесь, кстати, много урн везде, поэтому мусор не валяется. Вот это вот как бы стационарные грибки, такие странненькие, для тени. Здесь шезлонги. Я не знаю, почем они, пока не написано. Вот. Сверху оттуда мы заходили, снимали. Кто-то живет в этих домиках прямо над пляжем. Утром вода поспокойней. Что это за лодки? Спасательные, возможно. Вот вышка для спасателя тут сидит. Вот здесь где-то мы и позагораем сегодня. Уходим с пляжа, началась жара. Я не знаю, как люди лежат здесь в час дня. Уже солнце так палит. Это все люди получают солнечный ожог. А вот пляж, на котором мы сегодня загорали с утра. Я думал, к обеду люди разбегутся. Обычно в Испании сиеста — это такое время, когда люди уходят по домам, на улицах никого нет из-за жары. Но не здесь. Здесь люди постоянно, беспрерывно жгутся на солнце, потому что это, скорее всего, тут половина не местных, да? А некоторые даже ночуют. Да, утром мы пришли на этот пляж и видели людей, которые там лежали и в спальных мешках, так, ну или под одеялами, да? Видимо, они с Ночевали ночи. явно, у них был там сумка с едой, они вот так только проснулись. Двое еще спали, вообще убитые мертвяцки. По-моему, они тут пили, наверное, вечером до Всю ночь ночи. веселились, Не да? знаю, да. Ну, это было видно. Посмотри, как красиво на этом балконе. А сейчас посмотрите, те же улицы, по которым мы шли утром, никого не было. Мы шли на пляж в 8 часов утра, а теперь здесь бурная торговля. Эта улица вся заставлена палатками с торговлей, это вся. А мы хотим идти по самой нижней улочке. Тут мы еще не ходили. Идем сейчас вдоль отеля, окна которого на той стороне выходят прямо на пляж, на центральный. Нам как-то даже обидно сейчас лежать на пляже, потому что мы как бы теряем время, украдываем время от вот этих вот улочек, от новых мест. Смотри, так маняще вдаль уходит улочка. И дома стоят стеной прям непроходимой. И здесь все вот это вот, либо испанцы живут, либо сдается все в аренду. Я думаю, конечно, в большинстве своем это все мини-отельчики, наподобие того, как у нас. То есть апартаменты, в которых селятся туристы, потом выходят, купаются на море, живут несколько дней. А возможно, зимой здесь живут испанцы. Какие красивые балкончики. Балкончики с цветами. Свежие. На крышах здесь тоже устроено какое-то место
для того, чтобы проводить время. Вот, например, здесь, видите, стоит шатер там на крыше, там явно терраса такая большая. Это же Испания, здесь не так часто идут дожди, поэтому они могут себе позволить плоские крыши. В Германии, кстати, все крыши покатые. И здесь еще я заметил, что здесь все окна из одного стекла. Просто одно стекло. Вот у нас, например, в Украине минимум 3, 2 минимум, конечно, но в основном 3 стекла стоит, стеклопакет пластиковый. А здесь одно. Очень слышно. На улице у нас окно, вот за окном кафешка. И если бы это было у нас мы закрываем окна, ничего не слышно. Здесь слышно практически все. Ну да, через одно стекло звук передается. Оно не спасает, да? Звукоизоляции нету. О, здесь очередное красивое место. Такая себе терраска. Вдоль побережья можно идти долго-долго и спускаться каждый раз к новому пляжу. Красивенький Вот тоже нам пляж. сказали знакомые, что влево интереснее пляжи, чем вправо. Посмотри, Поэтому мы идем влево. люди поднимаются по такой длинной-длинной лестнице. Я думаю, это тупиковый спуск. Если мы сюда сейчас спустимся, мы там дальше не пройдем. Просто посмотрим с высоты. А здесь уже улочки немножко опустели. Видимо, все-таки либо люди сидят дома, либо на пляжах лежат. А мы уже приближаемся ближе к горам. Вау, посмотри, какие красивые красные цветы. Очень похоже на Турцию, на Бодрум. Помнишь? Ну да, тоже белые домики. И на Грецию еще, на Родос похоже. Хотя это далеко. Конечно, цены очень сильно отличаются от турецких. Самое главное европейское — это цены. Да. Кстати, мы когда планировали это путешествие, мы рассматривали возможность поехать в Грецию. Нам очень хотелось в Грецию, потому что это там православие, там Афон. Хотелось бы хотя бы рядом, мне, допустим, хотя бы рядом побыть возле такого места. Но туда оказалось сложнее добраться, намного сложнее и дороже, чем сюда, в Испанию, из Германии. Вот, друзья, очередной пляжик вам показываем. Смотрите, всюду много людей, все заполнено. Вот в такое время много людей в воде прямо стоит, потому что на солнце жесть — это жесть, а в воде стоять как раз само то. Вода, кстати, даже утром была очень теплая. И смотрите, она... Пляжики чудесные. Единственное, что там нету, это зонтиков, шезлонгов и самое главное, переодевалок нет. То есть переодеваются люди просто на пляже, как есть. Ну, некоторые Не как есть, стесняются да, просто. а некоторые обматываются полотенцами, как мы, например. Но смотрите, вода, чудеснейшая вода, я вам скажу. Такая прозрачная, отсюда даже видно, что она просто классная. Синяя, небо синее. Красота. Смотри, вот пляжи, вот вдоль этой всей линии, это все пляж. Да, далеко дальше уходят пляжи. О, там смотри, какое количество лодок всяких. Да. Почему-то скопление. Мы сейчас туда дойдем. Пойдем. Там, наверное, какая-то лодочная станция. Мы это должны- Или большие отели там. Я надеялся, мы будем идти вот по таким дорожкам на втором уровне под скалами. Но здесь нету таких постоянно между собой связанных путей. Только по верху вот так, как мы идем. Друзья, наше сегодняшнее путешествие внезапно прервано. Подошло к концу. Посмотрите, что произошло. Не выдержал. Ну, сколько? Неделю прожили твои шлепки. Их можно склеить, конечно, но не сейчас. Ну что, пешком почапаешь домой. Друзья, хотели мы куда-то попасть ближе к горам, но теперь у нас не получается. Ну ничего, в следующем видео расскажем вам. Там, где будет солнце, будешь нести меня на руках. Отлично, да. Ой, я боюсь, Лада обожжет ноги сейчас. А ну, ступай, горячая. Горячая? Не смогу дойти. А там?
А Я там? не смогу дойти, давай я вот так пройду. Слушай, мы сейчас, наверное, зайдем в ближайший магазинчик и купим тебе самые даже, ну, какие первые попадутся. Возможно. Да? Да, это вообще. Жесть. Лада пробирается к магазинчикам. А нам на пути почему-то встречаются только рестораны. Да. Одни кафе. Где магазинчики? Вот я думаю, вот здесь Ладе сейчас будет, нужно будет перескакивать. Ладно, попробуй сначала. Нормально? А, быстрее, быстрее, здесь тень. Вот они, смотри, смотри. Ну ты что, они меня ждали. Это правда детские, ну ладно, я надеюсь, тут может быть и... Да и детские пойдут. Просто дойти куда-нибудь. К сожалению, тут только совсем маленькие детские. О, чайки. Ну тоже жарко. Им тоже жарко, да? Беги, останавливайся в тени. Слушай, дальше я тебя несу. Вот она. А вот очередной магазинчик, друзья. Сейчас мы здесь что-нибудь найдем. О, здесь есть мужские большие. Скорее всего, здесь что-нибудь найдем точно. Точно найдем. Вот эти можно купить, Ладе, даже если они большие будут. Или зеленые. Вот такие. Вот такие, да? Ага, все, пошли. Ну все, друзья, у Лады теперь обновка. Посмотрите, какие она вьетнамки себе купила за 6 евро. Тебе нравится? Да, даже лучше, чем эти. Смотрите, стоит человек в желтой футболке. Это что-то на испанском говорит. Этот человек, он спасатель. Он выгнал всех людей из воды сейчас. Я не знаю почему, но все люди вышли. Видимо, кто-то пропал из зоны видимости, и он по рации кого-то вызвал еще. Смотрите, все люди выходят из воды, все вообще. Хотя волны не усилились, и уже несколько часов люди все так купаются. Остальные люди подходят, спрашивают, что случилось. Все повыходили. Ну, вроде никто не утонул. Выставили красный флаг, смотрите, потому что пришла большая волна, очень большая волна. Всех выгнали из воды. Видимо, охраннику этому, то есть спасателю заранее сообщили, что будет большая волна. Смотрите, человек пошел купаться, а он ему свистит, говорит, вылезай давай. Ну, волна действительно огромная. Такой еще не было сегодня. Сегодня на пляже были очень большие волны. Шторм практически, поэтому мы сейчас после сиесты не возвращаемся на пляж. Мы решили побродить по улочкам, позаглядывать во дворы. Кстати, по улочкам-то мы проходили уже, да, и еще побываем, а вот во дворах не были. И посмотрите, как здесь классно. Это вот настоящие такие дворы, но это не жилые дворы, это тут какие-то офисы, магазины, возможно, гостиницы сверху. Здесь все заточено под курорт, поэтому, конечно, смотри, какое окошко, там лестница. Самого стекла нету. Можно арендовать.
Ага, пустое помещение в аренду сдается. Ну, бизнес тут идет вовсю летом. Это, наверное, туристическое агентство какое-то. Вау, тут тоже красиво. В какую сторону не посмотришь, везде красиво. Все хочется снять. А у меня... Знаешь, везде хочется пойти сразу на все 4 стороны. Да, куда идти, туда или туда. Мы сейчас, по-моему, выйдем с тобой отсюда на центральную площадь. Кстати, почему мы ничего не снимали в Инстаграм? Потому что мой телефон намок и... Была проблема большая с телефоном. Мы думали, мы его потеряли. Он намок и не работал. Ну, он как бы не совсем сломался, но там было все время выскакивало сообщение, что нужно его просушить. Да, вот вышли мы на центральную площадь. Я вам скажу, что здесь днем очень солнечно и никого нету. Только вот люди в ресторанах сидят, галдят. А вечером здесь намного более интереснее. Здесь скапливается народ, здесь уже не так жарко. Там есть супермаркет. И в супермаркете люди затариваются, тех, кто живут как мы, например, в апартаментах и могут приготовить дома еду. Я посмотрел цены в супермаркетах, в принципе, ничем не отличаются от немецких, такие же самые. Вот флаги растут. Ну да, на кое-что дешевле. На овощи. Кстати, этот регион славится своими теплицами, поэтому они тут выращивают овощи. И поэтому они тут и не такие дорогие. Обратите внимание, я уже не первый раз вижу, как люди просто лежат На земле? на земле. Ну, здесь теплая земля, нагретая. Причем лежат просто на паперти, на ступеньках у входа в церковь. Ну, это дети, детям можно. Кстати, и в Германии тоже. Это не дети, это мама с детьми. А, да? В Германии мы тоже наблюдали такую же картину часто. Когда люди на железнодорожных вокзалах просто сидят на платформе. Это говорит о том, что люди совершенно раскрепощенные здесь. Это сидят не бомжи какие-то там, которые просто живут на земле, а просто вот такие, как мы. Можем лечь, допустим, здесь с Виталиком сейчас. Полежать. И никто нам слова не скажет, да? Хотя полиция вот стоит, видите? Я уже второй день ее здесь вижу. Вот это вот самое центровое место Нерхи. Самое красивое, да. Вот этот тут двор красивый. Вот этот вид незабываемый. И самое, конечно, красивое — это море. Вот сюда, в эти скалы, мы с Ладой хотим пройтись по побережью. Там должно быть очень красиво. Смотрите, какие тут отвесные скалы. Спускаемся по деревянной лестнице вниз. Боюсь, что здесь тупик, наверное. Дальше не пройдешь. Вот обидно, да? Я надеялся, мы здесь будем долго идти. Кстати, что я читал, здесь есть какие-то пещеры, древние пещеры, которые открыли сравнительно недавно, и в тех пещерах обнаружили доисторические рисунки, которым, ну, как бы предположительно где-то 20 тысяч лет. Представьте, 20 тысяч лет.
Ну да, немножко пахнет здесь. Смотри, какие экзотические места. Возможно, здесь живут бомжи. Вообще-то это закрытая территория. Заборы стоят, но люди сюда проходят. Раньше здесь было прохожее место, да, было. Поскольку ступеньки есть, все, но эти ступеньки полуразрушенные. Видимо, начали обрушиваться эти камни. Смотри, как тут экзотично вообще. Что-то одеяло лежит здесь. Ну даже, конечно, тут очень дорого жилье. Мгм. Далее. Пожалуйста. Ну да. Живи, не хочу. Тут еще вода даже капает, по-моему, ручей есть. Бесплатно, вода есть. Костер распалил, Да. То. попросил денег. Вот, смотри, вода капает со сталактитов. Но очень медленно, конечно. Здесь многие просят просто деньги. На улице сидят и просят деньги. Вот пещеры, в которых можно жить. Вон там пещеры прям. Но страшно. Страшно жить в этих пещерах. Я, кстати, видел сегодня одного парня. Черный-черный. Но он не африканец. Просто давно сидит на солнце. Наверное, живет в этих пещерах. Вот в таких. Где-то здесь. О, да мы вышли на какой-то пляжик, где есть люди. И потом дальше лестница идет. Смотри, оказывается, по побережью можно пройти. Раньше так точно можно было ходить, а сейчас... Смотри, какой пляж. Да. Здесь вообще пещера, глянь. Куда мы идем? Можно ли здесь пройти? Вроде можно. Настоящая пещера. Такие тайные пляжи, посмотри. Ладно. Глянь, это пляжи, на которых никто не бывает. Уникальный пляж получается, гейзерный. Назовем его так. В такую жару, конечно, пришлось купить 2 пива. Пиво очень вкусное. На бокале написано Виктория Малага. Кстати, такое мы пробовали уже, только в железных банках. Но цена, конечно, цена, друзья, вот эта баночка 250 грамм или 250 миллилитров стоит 2,50 евро. То есть, по сути дела... 200 гривен, если не ошибаюсь. 2 бокальчика. В Германии, наверное, такая же цена, да? А в Германии, смотри, в Германии такое живое разливное пиво стоит 4 евро. 3,84 евро вот в нашем городке. А в банках вообще есть очень дешевое, есть по 45 центов. Здесь, наверное, дешевле. Наверное, да. Мы просто тут не ходили по супермаркетам, но в таком кафе, причем в отдаленном, оно не у моря, по 2,50 Мы не могли пройти, не могли выпить. не Иначе выпить. мы не дойдем. Да, это подзарядка. Друзья, или я чего-то в жизни не понимаю, или так и нужно. Смотрите, вот такой ресторанчик, да, стоит очередь в ресторан, очередь. Они тратят время для того, чтобы зайти в ресторан. А здесь ресторанов миллион вокруг. Это что, особенный ресторан? У нас, кстати, под домом кафе. И с утра тоже там стоит очередь. Я не понимаю, почему. Миллион всяких кафе других. Оно самое лучшее у нас под домом, что ли. Вообще, как можно прогуливаться в такой толпе? Нам с Ладой хочется быстрее отсюда выйти, куда-нибудь, где попросторней. Это просто какой-то базар. Я думал, к вечеру это все расходится. Я не понимаю, как люди выходят. Отсюда надо убегать. Я не могу ходить Да. сюда. Вау, эта улица вообще, смотри, по ней не протолкнуться. Это что такое, друзья?
Всюду очередя, всюду просто. Смотрите, это ресторан Пиноккио, который мы утром проходили, вечером проходили, никого не было, а сейчас стоят, толпятся, ждут. Люди проголодались сильно, видимо. Но есть ресторанчики, в которых почти пусто. Значит, там, наверное, дорого или невкусно. Людей не обманешь, да? Да, спрос на вечерний пожрать здесь очень большой. Вот это спуск на пляж, там уже темнота над морем. Смотрите, какое скопление людей. Это люди стоят за мороженым очередь. Конечно, нарядные, все такие красивые. Слишком много. Смотрите, церковь с подсветкой. А вот это вот балкон Европы, и тоже здесь много людей. Давайте подойдем туда на море, глянем. По-моему, там уже ничего не видно. Пабло Альказар. Да, это самый балкон Европы. На небе луна взошла. Все ушли на балкон. Да, тут, кстати, продуваем. Действительно, луна подсвечивает море, и тут красиво. Я не знаю, камера, наверное, этого никак не передаст. Но в любом случае можно видеть пляж в вечернем освещении и ближайший вот этот вот отель. Друзья, спасибо всем, что остаетесь с нами, что досматриваете наше видео до конца. На этом мы с вами сегодня прощаемся, но это не последнее наше видео. В следующем видео мы будем в другом месте, тоже на этом же побережье Коста-дель-Соль. Покажем вам другую квартиру, другие пляжи, другую вечернюю жизнь. Так что ставьте лайки, подписывайтесь и ждите следующих видео. Всем пока!